На днях Голливуд громко чествовал Джорджа Клуни. 57-летний актер и режиссер был удостоен премии Американского института киноискусства (АФИ) за прижизненные достижения, которую ежегодно вручают за выдающийся вклад в развитие киноискусства. На пышную церемонию в свою честь в крупнейшем Лос-Анджелесском театре Долби Театре, где обычно проходит «Оскар», Джордж Клуни прибыл с родителями и любимой супругой Амаль Клуни. Присоединяйтесь к нам в Facebook, Twitter, Instagram, и всегда будьте в курсе самых интересных новостей шоу-биза и материалов журнала «Караван Истории». Сопровождая мужа, Амаль Клуни, как всегда, выглядела потрясающе на красной дорожке. Читайте также. Джордж Клуни рассказал, как отметил годовщину свадьбы с Амаль. На церемонии собрались много голливудских звезд первой величины. Близкие друзья и коллеги Джорджа выступали с хвалебными речами, но самым трогательным моментом торжества стало выступление Амаль Клуни. В своей невероятно откровенной личной речи жена Клуни не побоялась публично рассказать о своих чувствах к мужу и об их отношениях. «Я встретила Джорджа, когда мне было 35 лет, и я уже начинала свыкаться с мыслью, что останусь старой девой. Затем мы встретились и начали прятаться в моей лондонской квартире, а очень скоро я осознала, что бы ни случилось, я больше никогда не захочу быть ни с кем другим», — призналась Амаль. «Я не могла спать, когда мы были врозь. Мне говорили, что у меня появлялась особая усмешка и наклон головы, когда я читала текстовые сообщения от него или письма, которые он прятал в моей сумке. Спустя 5 лет ничего не изменилось. Он — человек, вызывающий у меня безграничное восхищение, а еще он — человек, от чьей улыбки я таю каждый раз», — продолжила миссис Клуни. «Моя любовь, которую я обрела с тобой, это та великая любовь, на существование которой я всегда так надеялась. А видеть тебя с нашими детьми, Эллой и Александром, самая большая радость в моей жизни. Ты наполняешь наш дом смехом и счастьем, а ведь это дети еще не знают, что да-да, на самом деле, Бэтмен, говорящий лис и друг Мэри Поппинс. Я так горжусь тобой, моя любовь. Поздравляю с этой великой наградой. Я горда, но также уверена, что, когда наши дети узнают не только чего ты достиг, но и какой ты есть, они тоже будут безмерно горды тобой», — закончила речь Амаль. Своими словами Амаль растрогала Джорджа до слез, а когда вернулась к нему со сцены, супруги страстно поцеловались прямо на глазах у многочисленных гостей Долби Театре. Поцелуй Амаль и Джорджа Клуни стал самым ярким моментом церемонии. Джордж с Амаль и родителями, Джордж и Амаль с друзьями, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером. Напомним, роман Джорджа Клуни и британского адвоката Амаль Аламуддин начался осенью 2013 года. Полгода спустя пара уже объявила о помолвке, шокировав общественность, привыкшую воспринимать Джорджа Клуни как убежденного холостяка.
27 сентября 2014 года Клуни и Аламуддин сочетались с браком в Венеции. Летом 2017 у них родились двойняшки. Фото: Getty Images. Смотрите также: Джордж и Амаль Клуни на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Зачем Джорджу Клуни неравный брак? Джордж Клуни вышел на красную дорожку с женой-тещей.